подвод войск и отступление. Украина готова к заморозке войны и созданию буферной зоны. Россияне также должны отвести войска. Резонансное заявление из Белого дома. Эстония развернула кибероружие и атаковала страну. Какую и для чего? Литва и Латвия закрыли небо для самолета президента Сербии, который планировал лететь в Москву. А на российскую столицу вновь совершена атака дронов. Парализованы аэропорты. Россия поставила ультиматум, чего требует Москва, чтобы переговоры не сорвались. Прорыв произошел. В РФ заявляют о заходе сил ВСУ в поселок Теткино в Курской области. Трамп хочет себе целую страну. Новый накал в овальном кабинете. Как ответил премьер Канады на предложение американского президента стать 51-м штатом США. Интересный поворот. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Эстония активировала кибероружие. В Таллине начались ежегодные крупнейшие в мире учения по киберзащите. 4000 специалистов из 41 страны, включая представителей НАТО и партнерских государств, приняли участие в массированной кибератаке на вымышленную островную страну Берилию. По сценарию объектами нападения стали критически важная инфраструктура, сети связи и финансовые системы. Атака совершалась на основе реальных сценариев из недавней истории. Для такой атаки использовали искусственный интеллект в том числе. У нас есть комплексные сценарии, учитывающие последние события, включая перерезание кабелей, использование дронов, атаки на инфраструктуру, а также важный социальный компонент, информационные войны и когнитивные эффекты, которых противник пытается достичь через киберсредства. Трек стратегических коммуникаций, организованный совместно с нашими друзьями и партнерами из Центра стратегических коммуникаций НАТО, стал одним из ключевых моментов мероприятия. Кроме того, 5 мая в Эстонии начались также масштабные военные учения. Цель – отработка оборонительных операций и взаимодействия с союзниками. А союзники – это военные из 11 стран НАТО, включая Великобританию, США, Францию, Германию и другие. Наблюдатели прибыли из Японии, Израиля и Украины. Эстония проверит системы раннего оповещения. Сирены должны были прозвучать и прозвучат в более чем 20 городах, охватив около 65% населения. Если завтра наступит мир, то ЕС не собирается быть вновь зависимым от российского газа. В этом уверяет комиссар Европейского союза по энергетике. Йоргенсен заявил, что Путин не прочь использовать энергоресурсы в качестве оружия и элемента для шантажа, а поэтому Европа не хочет оказаться в уязвимом положении. Кроме того, в ЕС говорят, что не хотят пополнять военный бюджет и помогать держать на плаву военную экономику России. На следующей неделе Европейская комиссия предложит законодательные меры для полного прекращения импорта российского газа. В следующем месяце мы предпримем беспрецедентные шаги и представим пакет законодательных предложений. Мы введем новые правила по прозрачности, мониторингу и отслеживанию российского газа. Мы просим страны-члены подготовить обязательные национальные планы по поэтапному отказу от российского газа, ядерного топлива и нефти. Эти планы должны быть готовы к концу этого года. Мы запрещаем импорт российского газа по новым контрактам, а также по существующим спотовым контрактам с конца этого года. Оставшийся импорт российского трубопроводного газа и СПГ по действующим долгосрочным контрактам будет запрещен к концу 2027 года. Около 19% газа в Европе сейчас поставляется из России через газопровод «Турецкий поток» и в виде сжиженного природного газа, что практически в 3 раза меньше, чем до 2022 года. Еврокомиссия готова увеличить закупки американского СПГ, чтобы заменить российский газ, выполняя требования президента США Дональда Трампа, который стремится сократить торговый дисбаланс между ЕС и США, уточняют мировые издания. Небо под замком. Литва и Латвия, по данным сербских СМИ, не дают разрешения, чтобы в воздушном пространстве их стран пролетал борт номер 1 президента Сербии Александра Вучича, который планирует посетить парад в Москве. Литва мотивировала запрет технической и дипломатической деликатностью вопроса, а Латвия политической чувствительностью цели визита. Жаловался на действия Польши и Литвы премьер-министр Словакии Фице. Также уверял, что Вильнюс и Варшава закрыли для него их небо. В Москве тем временем заявили, что на Красной площади пересекутся лидеры 29 стран. Помимо этого, на высоком уровне ожидаются представители Индии, Никарагуа и Южной Африки. Кремль также пригласил послов КНДР и США.
руководителей ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества. В то же время наносить удары по Красной площади ВСУ не будут. Об этом пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на представителя украинских сил обороны. Ведь такая попытка не увенчается успехом из-за прикрытия неба. Но при этом возможна атака на другие регионы России, пишет издание. Другой представитель оборонного ведомства добавил, что нападение на мероприятие на Красной площади, на котором будут присутствовать чиновники из Китая, Индии и даже Европы, может спровоцировать ответные действия России и вызвать недовольство Вашингтона. Он назвал предположение о планируемой атаке Украины шумихой. В то же время накануне Украина вновь запустила десятки ударных БПЛА, которые парализовали работу многих аэропортов, в частности московских. Самолетам запрещено взлетать и садиться из-за плана «Ковер». Российская противовоздушная оборона сейчас крайне дырявая из-за того, что почти все бросили на безопасность парада. А в России тем временем озвучили ультиматум. Любое мирное предложение будет отвергнуто, если Украине и дальше будут поставлять оружие, даже системы ЗРК «Патриот». Важный элемент украинской ПВО. В МИД РФ сказали так. В любом случае продолжение поставок оружия киевскому режиму отдаляет перспективы урегулирования и ведет к эскалации ситуации и к убийству кто поставляет киевскому режиму, видимо, граждан Украины заботится, так они же этими поставками граждан Украины и убивают. В США же тем временем прозвучало сенсационное заявление. Спецпосланник Трампа Кит Келлог уверяет, что на линии фронта уже скоро может появиться 30-километровая демилитаризованная зона. Украина готова отвести свои войска и будет ждать таких же действий от России. Давайте послушаем полностью заявление. И сейчас у нас есть такая возможность. Украинцы готовы к заморозке на местах, что я называю перемирием на текущих позициях. На определенный период они согласны создать демилитаризованную зону. Их предложение: мы отступаем на 15 километров. Вы, русские, тоже отступаете на 15 километров. Таким образом, образуется зона шириной 30 километров, примерно 18 миль, которую можно контролировать и отслеживать, чтобы выявлять любые нарушения. Есть так называемая коалиция желающих. Британия, Франция, Германия, по крайней мере, еще 12 стран, которые готовы разместить силы для воздушного прикрытия западнее реки Днепр, но не восточнее. Это будет миротворческая сила, чтобы замедлить конфликт. Если удастся достичь 30-дневного перемирия, Джон, я искренне верю, что оно будет продлено. Когда ты военный, очень трудно возобновить конфликт после такой паузы. И я не думаю, что они это сделают. Все отступят назад и скажут: ну, слава богу, мы наконец-то вышли из этого. И я твердо убежден, что есть только один человек в мире, который способен это осуществить, это Дональд Трамп. И я думаю, он это сделает. Как вам такой вариант? Келлог намекает, что в Украину все-таки будут отправлены силы сдерживания и верит, что война больше не начнется. Верите ли вы в реализацию такого сценария? Пишите в комментариях. ВСУ прорвали российскую границу и зашли в Теткино Курской области. Об этом накануне массово писали Z-блогеры. Речь, вероятно, не идет о большом наступлении, а скорее о проникновении малых пехотных групп. Сообщается, что для этого украинские военные используют мобильные средства передвижения, в том числе и квадроциклы. Тем не менее, в Роспабликах пишут, что целью ВСУ является окружение населенного пункта, который находится прямо у границы. Россияне также публикуют видео, как утверждают, нанесение ударов с помощью фугасных авиабомб по позициям ВСУ на территории России. На кадрах видно, как эти авиабомбы сбрасываются на дома граждан РФ. Кроме того, говорят, что поводов для радости мало. Бои продолжаются. Враг цели не достиг, хотя и радоваться тому, что мы на 4-й год войны отражаем накаты ВСУ у наших границ, как-то странно. Ну а коллеги по телеграмному цеху предполагают, что это направление удара ВСУ ко Дню Победы не последнее. Отмечу, что официальные лица Украины никак пока не комментировали события вокруг Теткина. По-прежнему одним комментарием остается сообщение от воздушных сил Украины от 5 мая, в котором говорилось, что ВСУ 4 мая поразили пункт управления российскими подразделениями в районе Теткина. Трамп едва не устроил новый скандал в овальном кабинете, сидя на тех же желтых стульях, на которых в конце февраля разругался с Зеленским. На этот раз по соседству с президентом США был новый премьер-министр Канады.
страны, которую Трамп хочет себе целиком. Он уже минимум 4 месяца настаивает на том, что Канада должна стать 51-м штатом США, и в этом республиканец не видит ничего плохого. Находясь в метре от Марка Карни, буквально глаза в глаза он дал понять, от своих планов не отказывается и все еще смотрит в сторону Канады. Я все еще так считаю. Но, знаете, для танго нужны двое, верно? Да, я верю, что это было бы огромным снижением налогов для канадских граждан. Вы получаете бесплатную армию, отличное медицинское обслуживание и многое другое. Было бы много преимуществ, но главное – снижение налогов. И еще, как застройщик недвижимости. Я в душе застройщик. Когда убираешь эту искусственно проведенную линию, которую кто-то много лет назад начертил линейкой, просто прямую линию через верх страны. Когда смотришь на эту красивую форму, когда все вместе, я, как человек искусства, говорю, так и должно быть. Я считаю, это гораздо лучше для Канады. Ответ не заставил себя долго ждать. Карни явно нервничал, потирал во время речи Трампа нос, размышлял, а потом заявил: республиканцу, как продажнику и эксперту по недвижимости, надо понять, не все объекты продаются. Давайте послушаем. Позвольте мне сказать, как вы знаете, из сферы недвижимости есть здания, которые никогда не продаются. Это правда. Мы сейчас сидим в одном из них, и вы посещали Букингемский дворец. Встречаясь с владельцами из Канады в последние месяцы во время предвыборной кампании, я могу сказать, она не продается и никогда не будет. Но возможности в партнерстве и в том, что мы можем построить вместе. Трамп же на это заявил: никогда не говори никогда. Друзья, что вы думаете об аппетитах Трампа в свете тех событий, которые происходят в мире? Одобряете вы или нет такой передел земель? Напишите свое мнение в комментариях. А я напомню, что население Канады более 40 миллионов человек. И, друзья, спасибо вам за комментарии, за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.